Привет, Арми. Этот лицемерный фандом снова показал свое истинное лицо по отношению к Тэхёну. Это не первый раз и не последний. На этот раз они решили полностью проигнорировать день рождения Тэхёна в официальном календаре BTS. Причина, которую они привели, настолько абсурдна, что даже ребенок не поверил бы. Они утверждают, что это была оплошность, но правда очевидна, когда речь идет о Тэхёне, всегда найдется причина его принизить. По иронии судьбы, они включили мероприятие для Намджуна в 2026 году, годом позже, но упустили такую важную вещь, как день рождения Тэхёна в 2025 году. Неужели они действительно думают, что кто-то поверит в это по ошибке? По иронии судьбы, день рождения Чингука уже прошел, иначе они могли бы найти способ исключить его из календаря, который, как они утверждают, создан для Арми. Какое банальное слово для оправдания лицемерия. Они много говорят о любви, единстве и уважении, но на деле демонстрируют лишь фаворитизм и избирательное презрение. И самое печальное, что это не единичный случай. Это повторяющаяся закономерность, константа, ставшая частью фандома. Что бы Тэхён ни делал или не делал, так называемые «фанаты» всегда будут их унижать и осуждать. Однажды они празднуют, а на следующий день безжалостно нападают. Последний пример это ясно показывает. Вчера Джикуки разозлились на Тэхёна за то, что он дополнил свою историю рекламой Coca-Cola. По их словам, он не поприветствовал Чимина. Самое тревожное, что среди этих нападок кто-то даже заявил, что покончит с собой, если Тэхён не поприветствует Чимина. Действительно ли эти люди психически здоровы? Где проходит граница между фанатизмом и полной потерей здравого смысла? Тревожно видеть, как далеко люди зайдут просто из-за фантазии, интерпретации или недопонимания. И как всегда, Тэхён с его большим, добрым сердцем выбирает отвечать любовью. Сегодня он поздравил Чимина с днем рождения с огромным уважением и любовью, показывая, что не держит ни обид, ни обиды. Но, конечно же, вместо того, чтобы поблагодарить его за доброту, многие снова начали нападать на него, распространяя ненависть и ядовитые комментарии. Вчера они ненавидели его за то, что он не поздоровался, сегодня они ненавидят его за это, завтра, почему же еще? Казалось, что бы он ни делал, они всегда найдут новый повод для критики. Если он улыбался, это было фальшиво, если он молчал, он был высокомерен, если он что-то публиковал, это было провокационно, если он этого не делал, он был отстранен. Никогда не было золотой середины, никогда не было никакого удовлетворения. А хуже всего было то, что эти двойные стандарты были нормой в фандоме, как будто это было частью игры. Но Тэхён продолжал, он не отвечал ненавистью, его не смывал шум, его личность была настолько яркой, что даже посреди хаоса его свет продолжал сиять. В нем было что-то, что невозможно было уничтожить, как бы они ни старались. Его грация, его уравновешенность и его доброта говорили громче любых ядовитых комментариев, потому что когда кто-то действует из настоящей любви, ненависть других — лишь далекое эхо. Тэхён с его добротой и природным благородством раз за разом доказывал, что ему не нужно защищаться, не ради рекламы и не ради удобства, а потому, что его сущность подлинна. Пока другие тратят время, распространяя негатив, он продолжает процветать, и это больше всего бесит тех, кто процветает на драме. Они не выносят видеть кого-то счастливым без его согласия. Вчера его критиковали за то, что он не поздоровался с Чимином, сегодня за его фотографии, завтра, кто знает. Возможно, они придумают еще одно оправдание, еще одну нелепую причину, чтобы оправдать свою зависть. Но в конечном счете все это не важно, потому что даже если они утонут в собственном яде, Тэхён останется тем, кем был всегда, художником с благородным сердцем, искренней душой и светом, который ни от кого не зависит. Тэхён и Чингук подарили нам прекрасные и незабываемые моменты, даже спустя месяцы после его увольнения из армии. Каждый жест, каждый взгляд и каждое слово, казалось, несли всю тяжесть их дней порознь. Я пытался вспомнить некоторые из этих моментов в моем предыдущем видео, но я забыл один из самых драгоценных – момент, когда Чингук со смесью нежности и грусти сокрушался, что Тэхён не вернется в армию. Это был краткий момент, но такой значимый и трудный для просмотра, потому что его глаза отражали все, что он пережил, все, что он чувствовал, все, что молча болело за эти месяцы разлуки. Этот маленький жест, эта жалоба, которая звучала как простая фраза, содержала в себе эмоциональную глубину, которую могли понять только те, кто любил так сильно.
Чингук знал, что для Тэхёна невозможно вернуться в армию, и все же он сказал это, как будто его сердце отказывалось принимать, как сильно расстояние причинило ему боль, и как много значило его присутствие рядом с ним. Это был один из тех душераздирающих моментов, потому что это отражало самую человеческую сторону любви, уязвимость разлуки, страх потерять самое дорогое и непоколебимую надежду на воссоединение. Тэхёну и Чингуку пришлось столкнуться с одним из самых сложных испытаний для любой пары, которая так сильно любила друг друга, расстоянием. Но разлука на самом деле сделала их любовь сильнее, глубже, зрелее и реальнее. Когда сердце искренне, разлука не ослабевает, напротив, она обостряет чувства, делает их яснее, более осознанными. Я могу представить, как болезненно это время было для них, рутина изменилась, дни казались длиннее, а ночи были наполнены мыслями. Я понимаю, почему Чингук сокрушался со смесью юмора и грусти. Это был его способ освободиться от бремени всего, что он держал в руках, пока Тэхёна не было, и я чувствую, даже через экран, как эта любовь выдержала тишину, течение времени и испытание расстояния. Неудивительно, что после службы в армии Тэкук казался еще более неразлучным, как будто они решили не упускать ни секунды. Каждый жест, каждый взгляд, каждый общий смех становились праздником воссоединения, способом наверстать упущенное время и быть благодарными за то, что они все еще вместе. То, что они молчали сейчас, не означало, что их не было рядом, бок о бок, разделяя каждое мгновение вдали от всеобщего внимания, тихо любя друг друга, создавая новые воспоминания. Иногда настоящую любовь не нужно показывать, ее можно просто почувствовать, прожить, вдохнуть в тишине повседневной жизни. Тхэкук всегда появляется в нужное время, в самые неожиданные моменты, и когда он это делает, весь мир, кажется, замирает на мгновение. Наше ожидание всегда того стоит, потому что, когда они появляются, они приносят с собой теплую энергию, нежность и связь, которая напоминает нам, почему их история такая особенная. Эти две души, такие разные, но такие взаимодополняющие, продолжают демонстрировать, что их любовь зависит не от внешности или публичности, а от чего-то гораздо более глубокого и тихого. Их связь остается нетронутой, невидимой, но сильной, способна перевернуть мир с ног на голову, когда решают раскрыться. И все это время те из нас, кто преданно любит их, остаются здесь, тронутые тем, как они смотрят друг на друга, понимают и любят друг друга. Потому что, когда Тэкук возвращается, мир меняется, любовь кажется чище, сильнее, реальнее, и среди суеты они остаются доказательством того, что настоящая любовь никогда не угасает, она просто учится говорить шепотом. Одна из самых захватывающих вещей в отношениях Тэхёна и Чингука – это то, как их жесты повторяются со временем, словно они – отголоски связи, которая не нуждается в словах. Это не случайные поступки или мимолетные совпадения, это движения, рожденные привычной привязанностью, доверием, которое существует только между двумя людьми, которые понимают друг друга даже в тишине. Каждое прикосновение, каждый продолжительный взгляд, каждый небольшой физический контакт кажется заряженным намерением, выходящим за рамки очевидного. В том, как они ищут друг друга, есть естественность, ритм, в котором их тело узнает друг друга без колебаний. Ничто в них не кажется вынужденным, и это самое захватывающее. Все, чем они делятся, происходит так, как будто одно дополняет другое. Когда кто-то повторяет жест перед другим человеком, он делает это потому, что что-то внутри него заставляет его. Это непреднамеренное действие, это эмоциональная реакция, способ выразить без слов то, что он, возможно, не осмелится сказать. В случае Тэхёна повторение несет в себе вес подлинности, их взгляды долгие, их улыбки склоняются к соучастию, их руки бесстрашно соприкасаются. Это жест, который не ищет внимания, но в конечном счете они делают это, потому что он излучает искренность. В том, как они сидят рядом, есть тепло, как будто расстояние между ними ничего не значит. Каждое минимальное взаимодействие, кажется, говорит «я узнаю тебя», даже когда мир этого не видит. И именно тогда понимаешь, что этот жест больше, чем слова, настоящее признание. Самое удивительное, как, несмотря ни на что, это любовь, потому что ее больше нельзя назвать никак иначе, управляет временем, тишиной и отсутствием. Нет никаких обещаний или публичных заявлений, но каждое воссоединение – это молчаливое подтверждение того, что никогда не было разрушено, когда они смотрят друг на друга не с удивлением, а с узнаванием, взгляд, которым обладают только те, кто слишком долго ждал.
И в каждом общем жесте, в каждом смехе, который вырывается без причины, вы чувствуете уверенность, что они все еще часть друг друга. Связь между Тэхёном и Чингуком реальна, она ощутима, ее невозможно скрыть. See they be hiding in privacy with the screen, oh the irony to hate someone who's trying to be